ключевое событие, молодежное событие этого сезона, этого года. Это форум «Селигер-2012», который уже перевалил экватор. Существует большой интерес к форуму не только со стороны молодежи, но и со стороны средств массовой информации, со стороны общественности, и не только российской. Приятно отметить, что и международные СМИ, также и общественность также интересуются форумом «Селигер». Этот интерес, он развивается, растет год от года. Прежде всего, конечно, это связано с международной сменой форума «Селигер», которая прошла с 9 по 17 июля и проходила во втором заезде форума «Селигер». Я хотел бы обратить внимание, что если считать третью часть форума, участниками стали около 12 тысяч молодых людей, более 200 почетных гостей форума, экспертов, спикеров. Также есть всякая такая информация техническая, которая тоже может быть интересна. Участники прослушали около 500 часов лекций и мастер-классов. Также приятно отметить, и это отмечают участники форума, что форум в этом году оборудован и укомплектован достаточно серьезно. Существуют новые системы шатровые, новые пространства образовательные, и те из вас, кто присутствовал на форуме, смогли в этом убедиться. В рамках смены инноваций и техническое творчество прошла выставка на довольно высоком уровне. Это отметили все эксперты, в том числе и министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Я хотел бы обратить внимание, что, и это я считаю серьезным достижением Зворыкинского проекта, той команды, которая реализует проект по увлечению молодых людей в инновационную деятельность, что по сравнению с прошлым годом, в этом году участники смены привлекли более 223 миллионов рублей для реализации своих проектов от инвесторов, и это в несколько раз больше, чем было в прошлом году. Реализуется, и неплохо себе зарекомендовали ряд дополнительных проектов зворыкинцев, такие как IT-старт, где молодые программисты также получают поддержку от ведущих IT-компаний. Хотел бы отметить и поблагодарить за поддержку проектов молодых ребят, не только инновационной смены, таких крупных компаний, как LG, Panasonic. Также я хотел бы, наверное, отметить, что Зворыкинский проект подписал соглашение о сотрудничестве с ММВБ РТС, и оно позволит способствовать выходу организаций и бизнесов, которые создаются на базе Зворыкинского проекта, и привлечь и дополнительных инвесторов к молодым изобретателям, инноваторам, которые сегодня чувствуют определенную сложность в привлечении инвесторов в свои проекты. Помимо этой смены, итоги смены молодых изобретателей, я хотел бы отметить результаты большой программы «Ты предприниматель», которая как раз была представлена несколькими стами молодых людей в первом заезде с 1 по 9 июля. Хотел бы отметить, что более 20 миллиардов рублей составил оборот молодых бизнесменов, которые собрались на смену предпринимательства. Хотелось бы отметить деловой климат, атмосферу, которая царила в первом заезде, которой, в общем-то, которой был посвящен этот заезд бизнес-процессам, инновационным проектам. Действительно, многие участники на форуме заключали соглашения, контракты, анализировали возможности, выстраивали планы развития своих бизнесов в других регионах.
И это все больше и больше напоминает уже такой взрослый экономический форум, я говорю о смене предпринимательства. В какой-то момент, в общем-то, сейчас, может быть, рано говорить о планах, но это позволило нам, в общем-то, фантазировать и мыслить о том, чтобы выстраивать дальше такой экономический форум на базе форума Селигер и смена предпринимательства в следующие годы. Отдельно я хотел бы отметить яркую и интересную смену, которая была посвящена творческим людям, арт-парад. Около 400 участников смены получили все экспертную поддержку. Это уникальные возможности, которых так не хватает сегодня творческим, талантливым молодым людям всей страны. И они смогли с ведущими экспертами в своей области по нескольким направлениям: фэшн, музыкальное искусство, изобразительное искусство и так далее, по этим направлениям смогли получить экспертную поддержку ведущих специалистов нашей страны. Это особенно важно и ценно для молодых людей, которые на эту смену собрались из разных регионов. Они прошли действительно серьезный отбор. Мы рассчитываем на то, что они в перспективе получат продолжение развития своего таланта. Ну и некоторые такую поддержку получили, в общем-то, уже сейчас. Для нас все больше и больше значения приобретает то, как устроена работа с молодежью и политика государства в отношении молодежи в целом. И я хотел бы отметить, что мы планируем, федеральное агентство планирует развивать эту работу, в первую очередь за счет работы с регионами. Хотелось бы то, что мы видим на форуме Селигер, чтобы эти возможности, они в течение года были представлены молодым людям, ребятам, которые находятся в российских регионах, встроены так или иначе в свои вузы. Там проходят обучение или, в общем-то, живут в каком-то городе, пусть даже небольшом или в сельской местности. Для этого мы будем, безусловно, использовать возможности, которые нам представляет новая, скажем так, новая позиция федерального агентства, которая теперь находится в Министерстве образования. Теперь мы имеем более, наверное, прямой доступ в российские вузы, и все те проекты, которые представлены на форуме, сегодня мы планируем, большинство из них планируем так или иначе активнее представить в российских вузах. Уже подобные решения организованы, было произведено, когда был министр образования Дмитрий Ливанов на форуме по теме жилищно-коммунального хозяйства, например, планирует создать несколько центров в российских вузах, которые бы осуществляла как раз подготовку молодых людей под сферу ЖКХ. То же самое я хотел бы отметить в рамках реализации проекта «Ты предприниматель». Мы рассчитываем на то, что российские вузы станут теми площадками, где более активно будут готовить и вовлекать молодежь в предпринимательскую деятельность. Это первое. Второе, для того, чтобы активизировать работу с молодежью на государственном уровне, мы добавляем несколько приоритетов в работу федерального агентства. Первый из них – это работа с аудиторией 14-18 лет, молодыми людьми, которые учатся в старших классах школ, и несколько проектов будет предложено уже в конце этого года, на начале следующего года, которые мы хотели бы, чтобы были реализованы как раз с молодыми людьми 14-18 лет. В том числе мы хотели бы, чтобы на новый уровень вышел детский отдых, особенно его наполнение детского отдыха, который сегодня существует в России, но иногда в некоторых сменах программы они менялись десятилетиями, а вот те возможности, которые сегодня представляет форум Селигер по работе с молодыми талантливыми людьми, мы вполне можем сегодня уже представить более младшим ребятам, в том числе и для того, чтобы они набирали как можно больше управленческих компетенций, умели управлять собой, коллективом, формировать команду, лучше знакомились с тем или иным направлением, будь то робототехника,
если мы говорим о вовлечении молодежи в инновационную деятельность или как раз профориентация, если мы говорим о том, что в нашей стране необходимо больше инженеров, или будь то программирование, или это будет работа патриотических клубов и так далее, и так далее. Вот с этой аудиторией 14-18 лет мы планируем еще больше работать, более активно работать, и мы в этом плане, конечно, рассчитываем прежде всего на органы по делам молодежи, с которыми мы выстраиваем более плотное сотрудничество, чем прежде. Через форум Селигер в этом году пройдет более 400 специалистов органов по делам молодежи муниципального, регионального уровня, которые проходят специальную программу образовательную на форуме, и мы рассчитываем на то, что они будут участвовать в развитии нашей в целом молодежной политики в формате Федерального агентства по делам молодежи. И еще одно направление, которое мы хотели бы развивать в дальнейшем, это больше внимания уделять молодым людям, которые уже закончили вузы, которые работают на предприятиях, в организациях. И здесь мы, конечно, будем активнее поддерживать советы молодых специалистов. Есть некоторые отрасли, где специалистов предприятий, есть некоторые отрасли, где достаточно успешно этим занимаются. Я недавно в очередной раз познакомился с опытом госкорпорации «Росатом», посетив форум «Форсайт» в Калужской области. И мы планируем эти технологии, которые используют в работе со своими молодыми специалистами в рамках группы компаний «Русал», базовый элемент и другие корпорации, это все использовать, объединять для того, чтобы более активно и тесно работать с молодыми людьми, которые сегодня являются специалистами предприятий. Ну и, конечно, внимание молодым людям, которые работают, трудятся в рамках рабочих специальностей, имея профессиональное образование, среднее специальное образование, мы также будем организовывать, будем поддерживать инициативы регионов по проведению конкурсов профмастерства по тем направлениям профессий, которые сегодня актуальны для регионов, и в том числе и по тем профессиям, которые мы знаем еще, в общем-то, которые уже являются такими известными достаточно давно.